Всем героям большой-большой привет, с вами на связи Импреза, и сегодня у нас с вами обзор на героя Лепрекон. Фарм идет без остановки, я надеюсь, что каждый из вас, у кого этот герой закрыт, сможет, естественно, его открыть и пособирать там осколки на него, чтобы получить, ну, хотя бы как минимум 2 звездочки для него. Нужно повышать ранг, нужно открывать глобальные усиления, и все это для нас с вами будет очень и очень полезно. Давайте по порядку разбираться вообще, что это такое, для чего это нужно. В принципе, тут очень много каких-то очевидных вещей, которые не требуют какого-либо пояснения, но все равно есть ребята, которые совсем недавно начали играть, которые только вливаются в игру, поэтому по большому счету этот обзор будет посвящен именно этим игрокам. Итак, по традиции давайте начнем с базовых характеристик. Здесь у нас с вами все стандартно, никаких там особых каких-то уклонений и отклонений здесь особо нет, поэтому здесь долго задерживаться мы с вами не будем. Выключим эту сторону и перейдем уже вот сюда. Здесь уже все намного интереснее. Тут у нас, во-первых, прибавляется область эффектов на 10 уровне, на 20 один апгрейд на старте плюсуется и снова область эффектов. По глобальным усилениям на 50 уровне стандартная глобалка на 12,5% к урону, которая у нас там конвертируется, да, в наши показатели в зависимости от того, сколько множителей на урон у нас с вами открыто. На 70 уровне хорошее глобальное усиление на повышение в 2,5% к нанесению шанса критического урона. То есть это очень полезно, это нужно, и в любом случае все это дело нужно открывать, прокачивать обязательно, и нам это все будет приносить огромнейшую пользу. Так, вот этот давайте пока 90 пропустим. На 120 у нас, ну, как бы ни много ни мало, 2,5% к длительности эффектов, и в целом это тоже нужно, потому что все, в принципе, оно собирается по кусочкам, по крупицам, там как и скорость снарядов, так и длительность эффектов. Не стоит упускать это из виду, потому что в целом это все влияет на наш с вами аккаунт, на наш с вами профиль. И благодаря вот этим вот мизерным усилениям мы становимся с вами сильнее. Поэтому это делать обязательно нужно. На 90 уровне здесь у нас идет великолепное глобальное усиление, которое распространяется на особенную вот эту звездную фракцию, в которую у нас там входит Дед Мороз, Лепрекон, Зайка, Императрица и так далее. То есть все это можно посмотреть. И вот с открытием вот этого глобального усиления я могу сказать одно, что количество монет, которые падают мне из сундука, то есть когда вот прокачаны все книги, все оружия во время забега, то есть если вот мы фармим, допустим, да, там выпадает условно, ну, грубо говоря, там, ну, пусть будет 120 тысяч монет сундука, да, вот, у кого-то больше, у кого-то меньше, кто вот только начинает играть, вот, и у меня этот показатель вырос, это чувствуется, и сейчас вот я жалею только о том, что когда была возможность забрать Лепрекона в кубах, это было, ну, достаточно давно. Я не помню, когда это было, может быть, это было год назад. Не столь важно. Когда была возможность забрать Лепрекона в кубах, я вот жалею о том, что я этого не сделал, потому что если бы я это сделал, то, скорее всего, я бы таланты прокачал бы намного выше. Да и не скорее всего, а так бы оно и было в любом бы случае, потому что в большинстве режимов у нас выпадают монеты, которые нам идут с вами в копилку, и, соответственно, вот эти вот накопленные монетки, они просто будут у нас накапливаться еще быстрее с этим множителем, если мы, например, с вами играем за Санту, да и, в принципе, даже если за Лепрекона будем играть. То есть, если у нас с вами Санты нет,
есть вот открыт только Лепр, первый наш с вами герой из этой звездной фракции. Допустим, что вот первый, это вы вот первым открыли Лепрекона. То, естественно, фармить вам лучше на нем, потому что он будет больше монет, больше золота вам приносить, и вам это будет только в плюс. Ну, по сравнению с другими, естественно, героями, потому что на них вот это глобальное усиление, оно не будет распространяться. Дальше. Было бы намного легче, да, это понятно, но в любом случае этот герой, он актуален ровно до тех пор, пока, ну, можно сказать, пока у нас нету максимума накопленных вот этих монет. То есть, если вот, допустим, конкретно в моей ситуации у меня таланты прокачаны, осталось прокачать только здоровье, поэтому я там особо не напрягаюсь, особо не заморачиваюсь, потому что, ну, здоровье там, оно ладно. Монеты, они в любом случае накапливаются, и, в принципе, ни горячо, ни холодно от того, что у меня там какого-то количества здоровья вот этого не хватает. Ну, может быть, да, с ним, конечно, будет полегче, но все равно. В любом случае, Лепр в этом плане мне поможет тем, что вот я играю за Деда Мороза, и, соответственно, он уже начинает приносить больше. И вот эта разница, которая выпадает в сундуке, монеты, которые выпадают с сундука, вот эта разница, она стала такой, что как будто бы книга монет у меня вот на постоянной основе берется. Получается так, что вот до открытия вот этой глобалки вот этот показатель монет, он был равен тому показателю, который был бы у меня на Санте с использованием книги монет. Сейчас, если я играю с Сантой и книга монет не выпадает, вот этот показатель, он между собой равен. Немножко, может быть, конечно, сложновато на слух эту информацию воспринять, но как есть, так и озвучил. Вот, ну и соответственно, если сейчас с учетом этой глобалки я беру также книгу монет, если она мне выпадает, потому что фарм идет в таком ключе, то есть я запускаю и все, и просто запускаю забег и все, и кладу телефон, иду заниматься своими делами, потому что там все автоматически, и я не заморачиваюсь над тем, что там Санта выберет. Выберет он там книгу монет, он выберет книгу опыта, он выберет или нет. Мне по большому счету без разницы. Мне там самое главное, чтобы он сферы принес. Вот. И вот если книгу монет Санта берет, то тут уже, конечно, разница она ощущается, все это чувствуется. И вот этот вот 1-1 бонус монет, он по своей сути, он прекрасен. И, соответственно, если вы находитесь на начальном этапе игры, вам это будет огромнейшим, таким жирнейшим плюсом, потому что в первую очередь вот этот бонус монет, он будет для вас означать то, что вы будете быстрее развиваться, вы будете прокачивать таланты, вы будете получать там урон, перезарядку и все остальное, все, что только можно прокачать в этих талантах. Ну и питомцев, соответственно, тоже можно будет уже побыстрее прокачивать, потому что монеты будут копиться у вас намного быстрее. Здесь, в принципе, я думаю, что все понятно по 90 уровню. То есть тут как бы вывод просто очевиден, что это нужно, что это необходимо в любом случае. Дальше давайте с вами перейдем еще на 140 уровень, посмотрим, что здесь персональное усиление конкретно к этому герою 10% бонус монет. Ну, я считаю, что здесь разработчики немножко пожадничали. Можно было бы также сделать 1-1, потому что здесь у нас герой, который ориентирован на то, чтобы фармить, но не все так просто. Есть много нюансов, которые стоит учитывать. Об этих нюансах я сейчас вам обязательно расскажу. В подземелье сегодня не пойдем. Нам за Лепрекона там абсолютно смысла нет бегать. Не тот герой, который должен там присутствовать, но, возможно, есть ребята, которые развлекаются и там. Вот, ну, я экспериментировать не буду, я побегу в кошмар, не знаю, не пробовал, не бегал в кошмаре, там тестовые забеги я за него поделал, посмотрел, как он себя ведет, там какие есть моменты, и вот честно скажу вам сразу, мне не понравился он тем, что нужно очень много внимания ему уделять, очень много контроля для него нужно
в любом случае, потому что он бегает, там есть свои особенности, там где-то нужно спиной стоять, туда нельзя, чтобы радуга направилась. Ну, вот такие моменты. Я это все расскажу обязательно. В кошмаре мы с вами побежим, просто посмотрим, да и проверим в целом, выстоит он 320 уровень или не выстоит. И если выстоит, то сколько монет он нам принесет. Так, здесь что у нас по скиллам? Горшок с золотом. Каждые 3 секунды герой бросает горшки с золотом, которые взрываются через секунду, нанося 3000% урона оружия. Взрывы имеют 30% шанс превратить врагов в золото. Вот, и в целом это очередное доказательство того, что герой направлен на то, чтобы приносить нам монеты в копилку, поэтому отсюда делаем вот такие вот выводы. То есть, в принципе, здесь вот этот момент, вот этот скилл, его не обязательно прокачивать, потому что для нас самое главное не вот это вот число, которое 3000% зеленым, а самое главное 30% шанс. Его мы здесь повысить не можем, поэтому в принципе можно оставить как есть. Ну, если есть желание, то качните, но немного, больше не надо. Дальше. Четырехлистный клевер. 10% увеличения шанса на четырехкратный урон и 50% к шансу появления дополнительного случайного усиления. Часто во время забега на картах, где появляются глыбы, есть такой момент, наблюдается, что глыба дублируется. Рядом с глыбой находится еще одна глыба, то есть их становится две. И в этом есть свои преимущества, есть плюсы, потому что когда вы фармите на сложном режиме, hard мод, соответственно, там вы, скорее всего, будете бегать, если вы будете играть за лепрекона, и вам частенько будет падать, вы будете частенько встречать глыбу, в которой будет золотая чаша, золотой кубок, который вам будет еще больше монет давать. И это не может не радовать, но опять же, все упирается в контроль и в наличие вашего времени драгоценного, которое вы можете на это потратить и, в принципе, себе позволить. Поэтому тут как бы тоже делайте сразу, исходя из этого, выводы, нужно вам это или нет. И если нужно, то прокачивайте. Ульта. Конец радуги. Убивая врагов основным оружием, заполняйте шкалу ульты. Когда она заполнена, лепрекон создает огромный котел, который затягивает врагов в течение 7 секунд, после чего происходит массивный радужный взрыв, наносящий огромное количество урона вокруг котла. Взрыв имеет шанс, еще один шанс, в 30% превратить врагов в золото. И вот с этим вот котлом вся вот эта самая главная заварушка, она и была, потому что все зависит по большому счету от котла, и, соответственно, с котлом вот эти вот заморочки, то есть нужно к нему стоять спиной, чтобы, не дай бог, не убить вот этих вот несчастных мобов, радуга или прикона. Нужно за этим следить, особенно когда идет лихорадка. То есть если мы с вами говорим о том, что хотим поставить рекорд в золотой лихорадке, то вот этот герой, он как раз-таки нам для этих целей с вами и подойдет. Потому что он у нас вот ориентирован четко прям на золото. И вот этих нюансов, их невероятное количество, все это нужно учитывать. В кошмаре я сейчас вам, естественно, этого всего не покажу. И, конечно, тут еще надо сейчас пока определиться будет, куда мы с вами пойдем, в кошмар или не в кошмар. Ну ладно, это мы сейчас еще, может быть, растянем обзор, попробуем, сбегаем там куда-нибудь. Ну ладно, сейчас мы с вами все это обсудим дело. Итак, то есть у нас наш с вами конек это вот этот скилл и ульта. Вот этот скилл, он ориентирован у нас на усиления, которые попадаются в глыбах. Так, давайте здесь долго тогда задерживаться не будем. Играем от ульты. Там, в принципе, Ваня, антигуманист, он все достаточно подробно расписал в своей там отдельной ветке в Телеграме. Там у него есть мысли по этому герою, по лепрекону. Он там все, в принципе, достаточно понятно и легко и просто все это дело объяснил. Там
2 текстовых сообщения. Я думаю, разберетесь, кому интересно, вот, и проблем никаких не будет. Так, давайте перейдем сюда. Арена на него недавно была. Здесь у меня сразу получилось забрать вот эту великолепную глобалку в 10% бонус к монетам. Ну, опять же, нужно таланты качать. Тогда да, тогда обязательно нужно открывать эту глобалку, чтобы весь этот процесс у нас с вами пошел быстрее. Не нужно, ну и в принципе клевера не надо на это тратить, потому что в любом случае это все, оно как бы уже не имеет веса и смысла для вас. Дальше, здесь тоже есть вот такие вот как бы неочевидные вещи, на которые стоит обратить внимание. Я вот поставил x1 урон, потому что я там бегал на 275-м, 275-й получилось пройти в аристократе, там ключи, монеты и так далее, камешки поставил. Но все равно вот это вот напряги надо было следить, выбирать, контролировать, книжки вот эти менять, там броня, ХП, уклонение, монеты, опыт, вот это все надо было ставить и надо было за этим следить. То есть опять же, минус для себя в том, что автобой не поставишь. Чтобы добиваться там хороших результатов, это в любом случае нужен контроль. И опять же, если лепор будет у вас супер сильным, очень сильным, то можно его ослабить. Переключаемся просто на левую сторону, добавляем 20% к области эффектов. Это будет более щадящим по отношению к мобам. И, соответственно, урон вот этот уйдет, и добавится всего лишь область. То есть нужно будет просто все это дело контролировать. Нужно будет смотреть за этой радугой и следить за направлением. И здесь тоже я поставил 10% шанс на нанесение 4-кратного урона. И если нам с вами нужно его ослабить, то добавляем просто шанс к нанесению критического урона. Здесь, в принципе, все просто. По кузнице разговаривал еще с одним игроком. Там попросил его поделиться советами, потому что он за Лепрекона большую часть игры, большую часть сюжетки он прошел. 390 он сделал вполне себе без каких-либо проблем. И параллельно, попутно он просто фармил. То есть у него таланты быстренько прокачивались, плюс он главы проходил, и все, у него проблем никаких не было. Он еще и дальше потом пошел в кошмар. И я вот с ним чуть-чуть прям поговорил, там парой фраз, грубо говоря, мы с ним перекинулись и затронули тему на кузнице по Лепрекону. И вот он сказал, что 4-я кузница и 5-я Эва какой-то либо там прям нереальный прирост ему не дало. Но это мнение, это личный опыт этого игрока, поэтому я как бы позволю себе ориентироваться на это мнение, на мнение одного единственного игрока, только по одной простой причине, что за этого героя он играл достаточно долго, и я думаю, что у него было время для того, чтобы его освоить как нужно. Итак, по 5-й кузнице здесь тоже, в принципе, вот какие-то непонятные моменты присутствуют, которые нужно еще тестировать, проверять. И если я это сделаю, если я прокачаю, то я думаю, что обязательно там разберемся, выпущу видос на тему Эва Лепрекона и все там подробно разберем. Но пока вот так, пока только теория на слуху. 4-листник удачи, превращение врагов в золото, разбрасывает во все стороны острые, как бритва, листья клевера. То есть, исходя из этого текста, можно сделать вывод такой, что как будто бы нам это во вред, как будто бы нам это не нужно, потому что мы будем убивать врагов, будет работать Эва, и они не будут добегать до котла, который нам нужен, который будет приносить нам еще больше золота. Поэтому тут 100 раз подумайте, нужно вам это или нет. И вот здесь щит из монет. Вместо того, чтобы стрелять клевером, лепор получает щит на 2% от максимального значения очков здоровья, максимум до 30%, когда собирает монеты. Ну, то есть, здесь у нас защита лепра. В принципе, тут как бы полуочевидно, скажем так. Так, а если здесь шанс критического удара 4-листника удачи повышается на 50%, а шанс нанести 4-кратный урон еще на 20%. То есть, опять же, нам как будто бы это все во вред. То есть, мы с вами будем больше врагов убивать
именно самим лепреконом, не котлом, а лепром. И до котла будет меньше врагов добивать, а нам это не нужно. Поэтому думаем, еще раз думаем. Так, 20 минут уже идет обзор. Немножко мы с вами тут засиделись. Ну, информации много, давайте пробовать. Давайте с вами побежим 320 главу уже проходить. Давайте сейчас сразу по настройкам посмотрю видимость. Ну, давайте уберем дополнительно. Поворачивается или нет? Ну, наверное, да. Наверное, пусть он поворачивается, хотя вот эту функцию, если вы играете в обычном, ну, там, в сложном режиме, то ее лучше не использовать. Оно нам с вами там не подойдет, потому что нам нужно контролировать направление радужного луча и следить за тем, чтобы не попадал этот луч к нам в котел. Так, но здесь в кошмаре тут уже будет потяжелее, поэтому давайте оставим. Сейчас попробуем, не знаю, получится, не получится. Палки. Если вы идете в сложный режим, в обычный, то старайтесь брать такие палки, которые не будут у вас убивать врагов. То есть, если, например, вы возьмете молнию, естественно, она будет их цеплять. Если вы возьмете бомбы, то также все дело это будет цеплять. Поэтому нужно брать то, что меньше всего дамажит. Это белая аура, которая вам будет помогать в том плане, что она в эволюции вас будет хилить, если вы возьмете книгу регенерации. Потому что если вы будете играть на сложном режиме, то вам нужно брать книжки такие. То есть там идет опыт золота, это безусловно, первоочередно. И потом уже для живучести можно взять броню, здоровье и там уклонение, регенерацию, неважно. Ну, короче говоря, красными книжками вы играете. Это для того, чтобы меньше убивать врагов самостоятельно и чтобы больше шансов у мобов было для того, чтобы добежать до котла. Ну и вот ориентируйтесь по палкам, там можете включить вот эти стандартные палки и, соответственно, вам будет легче. То есть вы там молот берете, ауру, что там еще можно, бумеранг взять, дыхание дракона, возможно, тут будет профитно выглядеть. Ну, вот такие вот моменты. Главное, суть поняли. Здесь же я буду сейчас брать, в принципе, стандартный набор своего оружия, которое я беру. Поэтому тут особо изгаляться не будем. Наша задача просто добежать до конца и посмотреть, сколько монет нам дадут. Сколько монет нам дадут. Так, давайте снежный шарик возьмем. Скорость мы сейчас с вами подоберем. Вот они, полетели горшки. Все это дело полетело. Давайте молот возьмем, снежный шар. И вот хорошо, что работает вот эта автонаводка. Что лепор у нас, и не только лепор, и остальные герои, они у нас с вами поворачиваются именно туда, куда нужно. То есть, если бы это все было у нас до обновления, вот этого вот, радужный луч у нас бы с вами смотрел не в левую сторону, где-то там, да, а в правую. И нам бы уже с вами было чуть-чуть потяжелее. То есть, мы сейчас с вами вообще для себя просто поймем лепор. Он как вообще кошмар, переживет, не переживет, потому что Санта, он без проблем. В коридор я, естественно, не пойду, потому что там бежать некуда, там меня затопчет и будет очень больно, да и смысла нет. Так, пробуем, бегаем, в принципе, сложного пока ничего нет. Давайте длительность возьмем для того, чтобы затормаживать и контролировать всю вот эту вот несчастную толпу. Котелок, вот я его пропустил, да, здесь, конечно, в кошмаре вот этой фишкой пользоваться по котлу смысла нет, потому что это нужно обладать достаточно большим количеством урона, и чтобы просто вот стоять рядом с этим котлом, потому что сейчас вот он должен у нас будет где-то появиться, но мы просто не успеваем его увидеть. Давайте сейчас мы с вами, наверное,
Подускоримся немножечко, чтобы все это побыстрее закончить. И сейчас посмотрим, пробежим, не пробежим, получится, не получится. Так. А я вот что-то не помню, книга монет тут вообще есть или нет? Ладно, выпадет, не выпадет, без разницы. По-моему, здесь нету книги монет, регенерации нет. Монеты что-то я уже забыл, уже 100 лет сюда не бегал. Но все равно. И вот, кстати, бегал я за Санту после того, как уже поднял Лепрекона до 90 уровня. Бегал также за Лепрекона, и разница у меня получилась, вот не посмотрел, забыл. По-моему, 8 или 10 миллионов монет. Но сколько было времени на все это потрачено, сколько внимания было уделено тому, чтобы пройти уровень за Лепрекона с максимальной выгодой, и как будто бы делаешь для себя вывод о том, что не стоит оно того в любом случае. Если есть Санта, то вообще заморачиваться смысла нет. Однозначно выбор идет именно на Санту. Лепр Санту усиливает, и все, больше нам от лепра в принципе ничего не надо. Можно также для себя обновить рекорд золотой лихорадки, но опять же это все на разок. Если вы кого-то, например, откроете дополнительно, кто будет вам давать бонус монет, то тут, наверное, да. Тут, наверное, имеет смысл переиграть этот момент, но опять же, вы просто разок сыграете и все, больше вы играть не будете. Так, не знаю, добежим, не добежим, постараемся. Сейчас надо добить фиолетовую палку уже до конца. Уже на 1.5 играем. Лепр сейчас в аристократе полностью. Улитки не стоят. Улитки в питомцах не стоят. Камни на монеты, камни на ключи. Прям интересно, какой вообще результат будет. Вот такие вот дела. В принципе, тут уже прям добавлять-то особо и нечего. Надо просто пробовать, надо просто смотреть, надо просто все это дело тестировать, делать для себя выводы и, исходя из этого, уже принимать решение о том, что стоит ли вам играть за него или нет. Так, давайте еще прибавим. В принципе, тут уже осталась одна волна. Я думаю, мы ее сейчас спокойненько, без проблем переживем. Если не переживем, у нас с вами есть бесплатное возрождение, и там уже тогда мы переключимся обратно на скорость в 1х, в обычную скорость, и уже будем повнимательнее. Потому что здесь еще с выключенным режимом видимости тоже немножко тяжеловато, потому что вот это все в глазах мелькает, все это мельтешит, и концентрации никакой абсолютно здесь нету. Так, 40 секунд осталось. Чуть-чуть. Лепр, живи. Половину хп нам уже съели. Остается 20 секунд. Зайка там урон старается, наносит. Запускается ульта, вот там был котелок. Чуть-чуть я его увидел. Но, наверное, кстати, котелок и помогает проходить кошмар, потому что он-то всасывает этих мобов в себя. Так, что у нас здесь? Лепр красавчик, больше всех урона нанес, и это не может не радовать. То есть, в принципе, здорово. По монетам.
нормально. Я считаю, что пойдет. За один забег 111 миллионов – это вполне себе неплохой результат. Если это Санта, то результат будет где-то 102-103 миллиона. То есть, в принципе, если нам с вами нужно пофармить, побегать, вот это все, там, монеты, быстренько таланты позакрывать, то можно себе позволить это сделать. Вот, не пойду, не буду уже вас мучить тогда обзором по фарму на сложном режиме. Конечно, можно пойти туда. Ладно, давайте тогда так сделаем. Можете выключать, кому не интересно, выключайте, кому интересно, давайте тогда пойдем туда и там уже в сложном режиме. Сейчас мы с вами посмотрим, что у нас там, да как. Перейти, так, давайте 100... Какой? Давайте, наверное, вот сюда пойдем, 221 сбегаем. Так, кому не интересно, все, вырубайте, кому интересно, ну давайте уже здесь тогда посидим. Так, ай-яй-яй-яй. Так, молот, это хорошо. Этот давайте тоже выберем. Опять молот. Авто уберем. 1.7. Ну, тут, в принципе, без разницы. Настройки зайдем. Дополнительно не поворачиваемся к врагам. Так, здесь книга брони, книга опыта. Надо еще книгу на монеты поднять обязательно. Вот она. Так. Молот оставляем. Пусть он вокруг нас крутится. Монеты. Так, где котел? Вот котел. Все. Главное не смотреть в его сторону. Зайку мы тоже с вами не убрали. Ну все, он сейчас нам все тут испортит. Потому что питомцев надо убирать обязательно. Вот поспешил, людей насмешил, как говорится. Зайка сейчас нам будет мешать, но может быть, мы с вами этот момент сейчас как-то будем стараться контролировать. Если зайка у нас с вами будет в одном месте находиться, то соответственно мы с вами постараемся, чтобы у нас котел выпадал где-то в другом месте. Вот, все, зайка здесь, котел там. Все, прекрасно. Вот там каша вот эта варится. И молнию тоже взял зачем-то. Ну, вот такой вот я ужасный, плохой, неграмотный. Вот. И что еще здесь нужно понимать? Вот выпадает котел, нужно от него отвернуться, нужно к нему не подходить, нужно не смотреть. И вот когда котел исчезает, вы прям крутитесь вот так. Вот, чтобы быстрее котел вот этот новый появлялся, нужно прям вот этим лучом всех драконить. Потому что ульта у нас заполняется именно от того, что вот вы сами убиваете. Поэтому следите за этим моментом. Если вы хотите для себя какой-то рекорд поставить, то все вот эти нюансы нужно учитывать. Раз, покрутились, выпал, все, отошли. Давайте, ладно, передвижение возьмем. Вот. И, в принципе, больше тут-то сложного ничего и нет. Больше знать ничего не надо. Это все, что нужно. Пытался я свой рекорд перебить, не получилось. Потому что был там какой-то момент, когда опыт у нас не собирался, и, соответственно, вот там в какой-то из моментов получилось так, что лихорадка была побита, рекорд был побит на лихорадке, и сейчас я его побить не могу, потому что там число, ну, не могу сказать, что прям невероятно огромное, но все равно. Вот примерно вот так вот и надо играть. Ну, естественно, без питомца, естественно, палочки можно другие брать. Вот, сейчас яд возьмем, вот так вот отойдем в самый верх. Но опять же, вот он у нас у этого зайки стоит, и это очень-очень плохо. Так, ладно. Ладно. Сейчас заяц опять у нас подбежит. А нет, все, он у нас тут рядышком стоит, ну и пусть стоит. Так, где у нас котелок? Котелок внизу. И вот столько действий, надо вот смотреть за этим котелком. Надо столько вот этих вот нюансов учитывать. Надо вот отодвинуть этого зайца, чтобы он к нам перепрыгнул, а он не перепрыгивает.
И вот пока вот это вот все посмотрим, пока все это сообразим. Короче говоря, не самое это приятное занятие, вот за лепрекона вот это играть, но что есть, то есть. Еще и питомец мешает. Вот 177 тысяч монет. По-моему, нормально. Можно, конечно, и больше сделать, если там ключи, господи, самоцветы на эти, на монеты поставить, то, конечно, у вас этот показатель будет выше. А показатель монет, он у нас складывается из чего? Пройденные главы, календарь, всякие различные там глобальные усиления и там бонусы героев, там особенная фракция. Вот учитывайте вот этот момент. Пройденные главы, я имею в виду пройденные сложные главы. Но я думаю, большинство это из вас и так знает. Вот так вот. Где у нас котелок? Котелок, горшочек. Ты где? А, вот все возле него. Ну вот, невнимательность. Просто невнимательность. Сколько там у нас осталось? Еще одна волна. Ну, прикольно, необычно. Какой-то котелок там всех втягивает, и радужная вот эта вот полоса, в принципе, она как бы все это очень достаточно неплохо, приятно, все это красиво выглядит, но на любителя. В любом случае, все это на любителя. Если Санта есть, то однозначно играем за Санту. Если Санты нет, ну, ребят, сочувствую. Конечно, можно не заморачиваться, можно все это не делать. Открываем вот эту глобалку 1.1 и все, и там ставим на авто в аристократе, то уже толк будет, поэтому каких-то там определенные вот эти вот заморочки, они по факту-то и не нужны. Нам самое главное, что он нам больше монет будет приносить. И вот что-то вот, кстати, надо побегать, посмотреть, не попадались ли нам тут двойные глыбы. Вот они, видите, вот раз, оп, монетки, было две сейчас там, и ульта сработала, и чаша вот эта вот с монетами. Вот здесь уже одна. Вот, и, соответственно, если нам повезет, нам достаточно часто будет выпадать вот такая вот картинка. Вот у нас тут и бомба, и монеты у нас тут с вами лежат. Вот, и... Ой, и бомба, и магнит. И, соответственно, уже поинтереснее. То есть надо бегать, вот эти вот чашки золотые искать. Искать их и искать. Фух, все, добежали сейчас этого босса, убьем. Лихорадку уже не буду до конца стоять. Смысла в этом никакого нет. Все, есть, готов. Убили, забрали, монеты собрали. Волну завершили. Сундук. Все. Охота за монетами. Все, хватит. Пропускаем. Так. Ну, 14 или сколько там, 15 миллионов с копейками. Ну да. Ну, как есть, так есть. Естественно, если вы в 275 уровень пойдете, то у вас показатель этот будет выше. В 140 уровень пойдете, там тоже будет намного выше. Ну вот, в моих характеристиках 46 миллионов лепар и 36 или 38 миллионов был Санта. Вывод очевиден. Между ними выбираем, естественно, Санту, потому что он еще и ключи нам приносит. Но если очень сильно золото нужно, времени у вас с навалом, то, естественно, играйте за лепра. Вот такой вот долгий, скучный, нудный, немножко такой ляпистый обзор получился. Фу, всем пока-пока.